Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и сегодня будет вторая часть с бесконечным копчиком. Сегодня мы будем проходить его, и сегодня я буду играть на саппорт-колоде и покажу, наверное, одну из лучших саппорт-колод. Вообще есть две хороших вариации этой колоды, на которой можно делать отличное время, вне зависимости от того, на чем будет играть ваш напарник. Я буду играть на такой деке, это Арлик, Стазис, Порталка, Ведьма на баф и Палач. Есть еще одна вариация, это вариация с часиками и утилем. Если вы играете с часиками и утилем, вы выкидываете отсюда Арлика и выкидываете, получается, Палача. Тоже достаточно сильная, но хочу показать именно эту. Скрафтил я специально себе вот такой вот амулет на буст скорости. Есть у меня хорошая куртка на крит, где 5 пешек. Ну, в принципе, я надеюсь, что все получится. Поставим время больше, чем в предыдущий раз. И вы подметите для себя какие-то моментики, которыми будете с своими друзьями тоже проходить и ставить хорошее время. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт, я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Так, ребят, запустились мы в бой, и давайте сразу пытаться строиться и что-то делать. Колода у меня забавная, мне надо выставить как можно больше, получается, стазисов и раскачать моего напарника ведьмой. У него есть вроде бы 2 двойные, если я не ошибаюсь. По шмоткам и предметам тоже все идеально. У него есть 3 синергии здесь, 3 синергии здесь, поэтому это максимально сильная вариация колоды. И в плане ДД, вот, лучница сейчас наносит максимальный урон. По шмоткам там куртка на ману, ну, мне, в принципе, это не имеет значения. И лук. У меня куртка накрыт на 5 пешек, поэтому количество урона, которое будет там, оно должно быть просто каким-то сумасшедшим. Опять же, если мы все правильно посчитали, распланировали. И давайте. Так, я накидываю сразу ведьм. И нужно мне попасть в 2 его лучниц. Арликом копирую только пешки своего же ранга, потому что мне нужно будет иметь... Так, он добивает, хорошо. Потому что мне нужны как можно выше ранги на столе. Поэтому понижать тир стола не хочу. Чем выше у меня на конец игры будут стазисы, тем будет лучше. Также Маришка идеально здесь смотрится, потому что она дает перенаправленный урон, за счет чего он наносит больше урона по всем. Плюс там есть инстакилл, плюс Маришка еще разрушает броню и призывает мобчиков, за счет чего лучница получает дополнительные стаки. Вроде бы так, вроде бы так. Максимальное время, которое получалось у нас сделать, было что-то в районе 21 минуты. И в формате данного копа это очень хорошее время. Потому что уже после 18 минуты идут очень-очень сильные боссы. И даже есть вероятность того, что не всегда получится их убить, потому что броня у них слишком сильная, и здоровья у них слишком много. Здоровье у них уже там уходит за 1Т. Также сейчас интересный модификатор, если в прошлом сезоне это были какие-то непонятные клинки, которые бустили урон. Там надо было замержить у себя на поле, плюс соперник должен был замержить у себя на поле клетку. То сейчас это утка, вы засовываете в эту утку пешки, и когда набирается 5 из 5, вылетает какой-то чел на ковре-самолете, дамажит процентно мобчиков, и боссов дамажит процентно, плюс откидывает их назад. Поэтому рука у меня отдохнула, я размялся, и в конце я буду очень продуктивно туда все пихать, чтобы простоять как можно дольше. Также важный момент — найти Т7 палача. Это супер важный момент. Потому что за каждый ранг там хорошие проценты, и Мишаня будет дамажить сильно, плюс я буду стопать мобчиков. Все равно дойдет до момента, когда надо будет вот именно палачом что-то добивать.
И от этого палача будет зависеть, наверное, целиком и полностью общее время, которое мы простоим. Так, мана есть, накидываю я ведьм. Меня бьет. Я сейвлю пешку. Вот его две лучницы, стоят 2 пятых лучницы. Плюс он параллельно раскачивает себе еще ведьму. Как только он эту ведьму себе зевсом докачает, так, здесь я беру вот это, он поставит ее между 2 лучницами, и это будет очень хорошо. По стакам 200 он сделает на обеих лучницах. Поэтому вот за его стол я не переживаю. Здесь, наверное, все больше зависит от меня. Так, кукловод был, поэтому я, наверное, сразу сделаю все манапчики, чтобы стоять было проще. Так, что по синергиям? Появилась у него 3-я синергия, теперь она наносит процентный урон и на 2 секунды еще останавливает мобчиков, поэтому я думаю, это очень будет полезно. Так, давайте еще подкину чуть-чуть. Так, ну неплохой стол. Неплохой стол. Амулет он уже почти докачал, стаки он сейчас перебросит. Вот у него есть троечка. Там уже просто сотка стаков лежит, которая пойдет в одну из этих лучниц. Ну и смотрите, до обновления копа, бесконечного именно копа, раньше было так, что если ловушка Стайса, она попадала на моба, то он дальше не проходил. Потом это все поменяли, через ловушку Стайса теперь все проходится, эффекты вот эти вот сбрасываются, и мобчики, когда на них это все работает, через нее проходят. Но стазис все равно периодически замедляет, и это важно. Если у вас маленький стазис, и вам это, в принципе, не нравится, вы, как я и говорил, смело берете себе часики в колоду и утиля. Раскачиваете, и ваш ДД на напарнике будет супер благодарен, потому что урона там огромное количество. Но важно поддерживать тир стола. Так, все, я пока остановлюсь, у меня заканчивается мана. Мне нужно ее сейвить наконец, потому что в конце нужно будет еще аккуратненько по таймингам мержить портальных между собой. Потому что портальный может теперь переносить моба и босса только один раз, поэтому это очень-очень важно. Сейчас еще бедлам покрутит. Накрутил мне портального. Ну вот смотрите, я хорошо их держу. Это прям вот супер важно. Так, беру ловушки, потому что повышает на столе Мишани, я не хочу ничего. Маришку по КД. Маришка дает ему стаки. Так, даем порталку и давайте что-нибудь еще помержим. Очень нужно найти Т7 палача. Ни одного модификатора на апгрейд пока что не было. Если хотя бы 2 их даст, я думаю, что я смогу найти в моменте 5-го палача. Так, не нашел. Нашел. Вот, 5-й палач. Есть, теперь нам нужно просто дождаться 2 модификаторов на апгрейд. О как. Я в моменте подумал, что это Т6 палач, обрадовался. Но это Арлекин. И пока что я не совсем понимаю, что мне с ним делать. Так, ну хорошо, Т3 палач, зато высокие стазисы. 17 тысяч маны. Скорость атаки там огромная, потому что есть тройная точка с амулетом слабости моим. И даже без часиков посмотрите на скорость атаки этой лучницы. На волне это супер важно, потому что у нее есть шанс на инстакилл за счет талантов. И обычных мобчиков она будет сбривать очень хорошо. А если еще в момент боя где-то затеряется какой-то босс, то, вот, ну, прикиньте, с таким уроном, с такой скоростью атаки, что она сделает с боссом. По сравнению, вот, допустим, с той лучницей, на которой такой вот точки слабости нету. Не жалею, что я прокачал этот амулет, хотя он, по сути, для ПВП бесполезный. Использовать я его буду только в копчике. Но рано или поздно я должен был это сделать. Не везет мне на высоких палачей. Сейчас будет новый модификатор. И надо будет постараться как-то найти. Так, еще ассасин сейчас выйдет. А, или Гаргона. О как. О как. Ну, мне казалось, что там... Это, наверное, худшие модификаторы, которые могли выпустить. У меня еще и ману отбирают на 2 минуты. То есть, по идее, сейчас по-хорошему ничего на столе делать не нужно. Стоять. А что это было? Ману вернули. Работаем. Работаем, ищем дальше. Можно, конечно, замержить 4-х стазисов, но, блин, как я не хочу это делать. Хотя вот теперь придется. Теперь придется это сделать. Смотрите просто, как хорошо я держу эту волну. Бам, еще 5-й стазис. Это просто ужасно.
Это и хорошо, и плохо. Одновременно. Давай. Вот у меня две ведьмы, 5-я и 4-я. Они сейчас должны перевернуться. И мне надо, чтобы что-то перевернулось в 5-го палача. Или в 4-го палача хотя бы. Я уже, наверное, буду этим доволен. Хрен с ним, 107. Я уже не верю. 107 я не верю. Так, ведьма перевернулась. Ведьма, это же просто великолепно. Это же просто какое-то удовольствие. Это мед. 5-й портальный. Давайте рискнем. 6-я ведьма. Нам дали еще один шанс. Еще один переворот будет, ребят. Шанс на палача 20%. Это достаточно высокий шанс. Но пока что мне падают только портальные. Я не удивлюсь, если она сейчас перевернется и там выпадет еще портальный. Давай. Палач. О как. 6-й стазис. Хорошо. Плохо. Вот, ну смотрите. Смотрите, я могу рискнуть. Хорошо, я уже не могу рискнуть. Но я мог рискнуть и попробовать сделать Т7. Так, я все еще держу этих боссов. В это время Мишаня расправляется со своими. И теперь дотыкивает спокойно вот этих. Ранг стола нам понизила. Давайте крутиться дальше. Есть мана. И теперь модификатор у нас на то, что пешка может не повыситься, а откатиться по рангу. Хуже игры, скорее всего, для рекорда не придумаешь. Но, как правило, вот именно такие игры и получаются с рекордом. Когда ты не веришь вообще в успех. Ну, 11-я минута уже. Стоим уверенно. Посмотрите, как там лупит. И почти 200 стаков. 196, 194. Почти фулл буст. Очень много кобальдов. Не, я сейчас сгорю, наверное. Бам. Ладно, ладно. Спокойно. Потом у меня будет мана, чтобы это найти. Пока что у меня нет никакого... О, 4-й палач, ребята. 4-й палач. Это успех. Еще и 3-й. Давайте пока что вот так сделаю. И вот так сделаю. Просто посидим, понаблюдаем, как там происходит эта игра. В тот момент, когда я просто не могу сделать единственное действие, которое нужно для победы. От меня ничего не требуется. Поставить стол стазисов и сделать Т7 палача. Но пока что испытываем некоторые проблемы. Так, я это телепортирую перед... А, ну, кстати, они не телепортировались. Интересно. Кого мержишь? Справедливо. Справедливо. И опять обезьянки. Опять обезьянки, даем серую мораль. И босс уверенно уходит. Слушайте, много урона, очень много урона. Даже с вот этим вот нашим другом. Так, берем ловушки. Ловушки это полезно. Хорошо, стоим. Бам. Ну, кстати, без Зевса не такой хороший урон. Поэтому, когда пойдут боссы пожирнее, когда у них уже будет какая-то броня, это будет не очень приятно. Портальных нужно скипать обязательно, потому что они, когда бьют, у них есть шанс стычки оттпшить моба назад. И на такого моба уже не будет действовать потом, если вы замержите портальных. Вот, вы видели, что в конце волны я не мог перенести ничего. Так. Ну а здесь я все еще могу это переносить, и мне надо это делать. Я все еще жду модификатор апгрейд. Ну хотя бы один такой модификатор должен выпасть. Должен же? Или он не должен? Так, скидываем. Ну, у меня хороший стол стазисов и есть один палач. По скорости атаки, конечно, все у него печально. Но этого достаточно. Этого достаточно, чтобы в какой-то момент затыкать босса.
Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в Telegram будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. О как. Живем. Живем. Сейчас боссы, я это все перенес. И на всякий случай еще сделаю так. Так. Что там? О. Сейчас будет понижать ранги. Ну, короче, сейчас у меня не останется ничего. И вот на эту ману, которую вы видите, нужно будет заново пересобирать стол. Я уменьшаю здоровье боссов. Это должно будет зарешать. Надо добить, пожалуйста, просто добить. У меня просто первые ранги на столе. Вот как с этим жить? С таким столом. Мне просто нужно сейчас все замерить между собой. То, что я делал там несколько минут, мне надо сделать это заново. Чтобы найти хорошие ранги. А, у меня еще, кстати, манапы все сбросились. Их нужно обратно вернуть. Так, очень быстро начинаем все это мержить. 5-й портальный. Это нас не устраивает. Так, Маришка. У нас есть еще минута до выхода следующих боссов, и это будет обезьяна. Это будет крайне неприятно. Так. Как только она выйдет, мне нужно сразу все пешки отправлять в мусорку. Плюс нужно будет подготовить портальных. Так, нормально, хорошо. Пытался палачом это все дело скопировать, не получилось. Все, я готов. Убираем портальных и сидим, ждем. Понижает палача. Душевно. Хотя я бы, наверное, нашел еще портального. Просто переместить. Я просто хотел переместить. Что с тобой не так, игра? Все, давайте, настало время. Настало время нанести дамаги. Хорошо. Урон проходит идеально, я бы сказал. Вот так. Наконец-то. Все, я их телепортирую. Самый последний момент, как я и говорил. И уточкой хотя бы немножко, но я их дамажу. Плюс я не помню, что за модификатор я взял, потому что у меня была истерика, и я не обратил внимания. Отлично. Палач, ребята. Попрошу заметить. О, кстати, дальше интересные боссы. Там есть вирус, там есть не только вирус, там есть куча всего интересного. И это боссы 18 минуты. Шанс убить которых, ну, крайне мал. С часиками мы еле-еле их убивали. Так, все, вот эти две точки я оставляю. И начинаю все обузить. Маны я накопил. Приток маны тоже хороший, поэтому я могу спокойно это делать. Единственное, что на всякий случай нужно найти... О, что-то я не то съел. На всякий случай на подсейв нужно будет найти себе портальных. Бам-бам-бам. Мана только прибавляется, отлично идем. Там уже 300 стаков. Отлично. Вроде бы Мишаня тоже кормит. Так, и перенес. Все. Должно быть сейчас полегче ему. Все, сейчас нужно все делать очень быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Ой-ой-ой, там еще неприятные боссы идут.
Я очень надеюсь, что получится. Получится как-то надамажить и убить. Раз, два. Раз, два. Скорее всего... Оттпшил, хорошо. И продолжаем, ребят. Побольше стазисов. Побольше стазисов. Кидаем, кидаем. У меня остался... У меня просто съела ранг стола, ребят. Весь. 19-я минута. На столе не осталось ничего. Я постарался как можно больше всего оттелепортировать. И мы добили этих боссов, кстати. Мы их добили, но... Ну вот это надо оттелепортировать. О, оно не телепортируется, ребят. А там что, вирус? Почему у нас нет инстакила? У нас нет инстакила на это дело. Я уже ничего не успеваю. На 20-ю минуту выходим. Так, Маришка работает. Я просто очень много сейчас задамажил Маришкой. Мишаня, конечно, тоже там дамажит. Так, хорошо. Чуть выше ранги это решает. Ну и ладно, вот эти боссы, они уже точно бессмертные. Количество минут, которые мы простоим, будет зависеть исключительно от того, сколько я вот этой движухи накидаю. Отлично. Отлично. Отлично, я все еще кидаю. И знаете что? А мы-то немножко это додамажим. Так, палача я одного оставил. Ну все, она бессмертная, посмотрите. По ней чуть-чуть совсем проходит урон. 20-40. 20-40 и даже с таким уроном, вот вы просто понимаете разницу. Разницу по наносимому урону. С часиками это было бы на самом деле то же самое. Я почему-то думал, что мы не дойдем до момента, когда мы перебиваем наш рекорд с часиками, но все упирается в этих боссов. Эти боссы, они бессмертные, и плевать, какая у вас будет прокачка. Единственное, чем можно их убивать, это можно убивать их задирой, либо каким-то ММом, но количество действий, которое нужно сделать, чтобы убить это процентным уроном или 15-м талантом задиры, там просто какое-то умопомрачительное. Для ДД игроков, я не знаю почему, это вот конечная точка. Плевать. Ну, даже люди с максимальной прокачкой, ну, не могут это убивать. Даже под такими разгонами, под бустом ведьмы, под хорошей курткой и даже под часиками мы не можем убить этих боссов. Поэтому вот именно вот про это я и говорю, что как только уберут вот эти вот пределы, что сделают так, что каждых боссов вы будете убивать в зависимости от вашей прокачки, и не будет такого, что вот просто вы убиваете боссов по 17-й, нормально убиваете, но на 20-й вам конец, вы никак их не убиваете. Это единственный минус, который нужно доработать. Пока что это 20-40, это достаточно хорошая цифра, мы там закрепились на каком-то месте в топе, и это только саппорт колоды. В 2ДД нереально, поэтому если хотите ставить рекорды, берите обязательно саппорта, и с саппортом у вас все получится. По талантам, на всякий случай, если кто-то там, есть 15-я лучница, если есть синергии, таланты были вот такие. Не хватает ловчего, можно было, конечно, взять еще ловчего, но я, вот, честно говоря, даже не знаю, куда его пихать. Вот, 20-40. Поэтому результат хороший. Если вы хотите еще на чем-то копчик, чтобы мы поставили, то пишите в комментариях, но перебить этот результат мы не сможем. Приблизиться на какой-то колоде, может быть, да, может быть, какой-то бард. Если не бард, то я даже не знаю кто, потому что лучница, бард, феникс, может быть, ну, культист какой-нибудь. Все зависит от вас, ребят. Если в комментариях будет много какой-нибудь пешки, если там будет, допустим, 200 комментариев про культиста, то, конечно, мы пойдем на нем ставить сразу же рекорд. Пока что так. Пишите, как вам вообще копчик, нравится ли прохождение и что нам записывать. Всех обнял, всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока. Put my heart in your hands till it came back round.